В маленьком прибрежном городке, где время текло в своей неторопливой рутине, жила женщина по имени Элизабет. Она была вдовой и всю свою жизнь посвятила воспитанию сына, Джейсона. Сын уехал в армию и после службы в морской пехоте выбрал для себя жизнь вдали от родного города, предпочтя спокойствие города, где никто не знал его прошлого. Он редко навещал мать, но всегда заботился о ней. Однажды летом Элизабет решила прогуляться вдоль берега, собирая раковины и наслаждаясь одиночеством. В этот день ее встретила группа байкеров, которые решили остановиться у местной лавки. Они не сразу начали приставать к женщине, но постепенно их шутки становились все более дерзкими. Один из байкеров, более грубый и массивный, начал насмехаться над ее возрастом и внешностью. Другие поддерживали его, и вскоре Элизабет оказалась в центре их насмешек. Она старалась не обращать внимания на их слова, но с каждым мгновением становилось все труднее сохранять спокойствие. Байкеры продолжали издеваться, чувствуя свою безнаказанность. Элизабет не решалась вступить в конфликт, но в ее глазах читалась растущая тревога. Тем временем Джейсон, который не собирался задерживаться в городе, решил навестить мать. Он знал, что она часто гуляет на побережье, и его сердце было неспокойно, когда он узнал, что она снова пошла на прогулку. Подходя к лавке, он заметил странную атмосферу. Байкеры, явно выпившие и уверенные в своей безнаказанности, уже собирались покидать место, но тут они заметили его. Джейсон не стал вступать в разговор с ними. Он не пытался вызвать конфронтацию, но в его поведении ощущалась напряженная уверенность. Байкеры не сразу поняли, кто перед ними. Он молча подошел к группе, его взгляд был холодным и решительным. Под курткой он скрывал татуировки и шрамы, свидетельствующие о его военной службе. В тот момент, когда они встретились глазами, один из байкеров замер, заметив что-то странное в его спокойствии и уверенности. Джейсон не стал терять времени на пустые угрозы. Он знал, как действовать в таких ситуациях. Через несколько дней, используя свои связи и навыки, он смог выяснить всю информацию о каждом байкере. Он знал их имена, адреса, прошлое, связи с преступными группами. С помощью старых знакомых из армии и правоохранительных органов Джейсон организовал задержание всей группы. Байкеры были арестованы, и вскоре выяснилось, что их преступная деятельность была гораздо более масштабной, чем ожидалось. Они были задержаны и переданы в суд, где их действия получили должную юридическую оценку. Элизабет, хотя и была потрясена тем, что произошло, гордилась своим сыном. Джейсон, казавшийся для нее все тем же добрым мальчиком, который вырос вдали от дома, оказался человеком, способным справиться с любыми трудностями, не прибегая к насилию, но используя всю силу своего характера и решимости. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.